От пациентки. Дело в том, что нам второй год не могут поставить диагноз. Дочке 16 лет. У нее очень часто болит голова, а с декабря и шея, субфебрильная температура и полный упадок сил уже 1,5 года. Сейчас на подозрении аутоиммунное заболевание, высокие титры АН. Может быть, это не мастеидит, а что-то другое? Просто я уже отчаялась от некомпетентности врачей, у дочки 11 класс, а она еле живая. И можно сделать подробнейшее описание по поводу очагов в лобных долях и мастеидита, ну и прочее. Симптомы, я их вкратце вам описала. Плюс потеря веса, 39 килограммов уже, и мышечная гипотрофия. Да, где делали МРТ, в заключении написали очаги демиелинизации. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 16 лет. Дата исследования – 11 марта 2021 года. Область исследования – головной мозг и ИМР, ангиография артерий головного мозга. Срединные структуры головного мозга не смещены, 3-4 желудочки мозга не расширены. Боковые желудочки правый 8 мм, левый 5 мм. Индекс Эванса 0,27. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла супрасилярная цистерна несколько пролоббирует в полость турецкого седла, расстояние до хиазмы 7 мм, гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 4 мм. Хиазмальная область без особенностей. Масто-мозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Гиперинтенсивные сигналы белого вещества соответствуют венам. Ствол мозга без особенностей. Мозжечок симметричной однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования без особенностей. Носовая перегородка минимально S-образно искривлена. При МР-ангиографии артерий головного мозга, выполненной в режиме 3D ТУФ-ВЕТ, передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии справа и слева симметричные по диаметру и интенсивности МР-сигналов. Основная артерия расположена срединно. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм, артериовенозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. Заключение. МР – картина тенденции к формированию пустого турецкого седла, асимметрия боковых желудочков. Минимальное искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога. 6 апреля 2021 года доцент кафедры КМН Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. В целом ничего катастрофического в головном мозге нет. Есть минимальные признаки повышения внутричерепного давления. Супрасилярная цистерна несколько вдается в полость турецкого седла. Расстояние от хиазмы до гипофиза 7 мм, в норме оно около 5 мм. Повышение внутричерепного давления может давать головные боли, но уменьшения веса и мышечной массы нет. Носовая перегородка искривлена минимально, значимого нарушения дыхания такое искривление не даст. Убедительных данных за демиелинизацией нет, эти очаги скорее всего же вены. В сосцевидных отростках данных за наличие отека тоже нет. Я бы посоветовал сделать МР-венографию головного мозга. Бывает патология вен, которая может давать головные боли, чувство неудобства в голове. Опрос пациентки. И последний вопрос доктору. Не могут ли это быть проявлением васкулитов аутоиммунных? Ответ КМН. Котова М.А. По МРТ это достоверно не сказать.